Поздний вечер окутывал улицы Чикаго. Воздух был пропитан дождем и ароматом горячего асфальта. В отражениях неоновых вывесок блестели тротуары. В небольшой, но уютный ресторан с мягким светом и тихой джазовой музыкой вошел мужчина средних лет. Его одежда была обычной: темное пальто, слегка смятые брюки, простая рубашка. Никто не догадался бы, что это Джон Харрисон, миллиардер, владелец крупного инвестиционного холдинга, человек, чье имя знали в деловых кругах всей страны. Сегодня Джон хотел быть обычным человеком. Забудь о деньгах, о власти, просто наблюдать за миром обычных людей. Он сел у окна, снял пальто и открыл блокнот, но на этот раз решил оставить его закрытым, наслаждаясь моментом. Вокруг тихо разговаривали пары, кто-то пил кофе, кто-то ел в одиночку. Официантка, молодая девушка по имени Эмили, подошла к столу с легкой улыбкой. В ее взгляде сквозила усталость, привычная для людей, работающих день и ночь. Джон заметил, как она на мгновение остановилась, глубоко вздохнула и продолжила работу, заботясь о каждом госте, несмотря на внутреннее напряжение. Когда она поставила перед ним блюдо, Джон заметил под тарелкой небольшой кусочек бумаги. На нем было написано: «Пожалуйста, помогите. Нужно поговорить, когда вы уйдете». Его сердце жалось. Он не знал, кто оставил записку, но в ней была настоящая, отчаянная просьба о помощи. После ужина Джон вышел на улицу. Эмили шла вслед, осторожно держа зонт. Ее лицо выражало смесь страха и надежды. Она рассказала о младшей сестре по имени Клэр, которой требовалась дорогостоящая медицинская помощь. Все письма в фонд оставались без ответа. Джон слушал, осознавая, что бюрократия иногда лишает людей шанса на спасение. Он пообещал помочь, собрав все данные и сразу же проверив заявку. На следующий день фонд действовал незамедлительно. Забота о человеческой жизни оказалась важнее формальностей. Позже Джон вернулся в ресторан, уже не инкогнито. Эмили не могла поверить, когда узнала, что помощь ее сестре оформлена полностью. В этот вечер ресторан наполнился особой атмосферой, теплой и настоящей. Джон предложил Эмили перейти в благотворительный проект фонда, чтобы вместе помогать тем, кто в отчаянии. Она согласилась, впервые за долгое время почувствовав, что может сделать реальное добро. На улице дождь прекратился, город успокоился, а в маленькой квартире Клэр впервые за долгое время улыбнулась, ощущая надежду и внимание, которое пришло вовремя. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.